Давакин, Давакин, что ж ты бросил коня? Автор Тоун-Тоун читает Кэт Вилл. Небольшие пояснения к незнакомым для неигравших словам. Давакин – это титул. Драконорожденный персонаж, за которого вы играете в Скайриме. Каджит – звероподобная раса, человек-кот. Арганианин – то же самое, только человек и ящерица. Данмер – темный эльф. Дракон – это дракон. Он появляется накануне дня второго сева. Говорит, что его зовут Намджун и что он сломал лошадь. Так и говорит. Я Намджун, я сломал лошадь. Потом перегибается через стойку и горячим шепотом оповещает. Давакин. Ну, знаешь, фусфородах и все такое. Когда ты с самого детства прислуживаешь таверне, а потом ей владеешь, вырабатывается такая непробиваемая устойчивость ко всему, что хоть Давакин, хоть Ульфрик Буревестник, один хрен. Деньги на ночлег есть? Добро пожаловать. Нет? Выметайся. В прямом смысле потому, что назойливых и неплатежеспособных путников Джин гоняет метлой. В этот раз то ли звезды сошлись, то ли Даэдра такой, какой шутканул, но привычные установки дают сбой. И Джин Намджуна не выставляет за дверь, даже когда он говорит, что у него нет денег. Даже когда тупо шутит про расплатиться натурой. Просто Намджун котик. И мордашка у него такая милая, что отказать невозможно. Проклятые каджеты со своим южным обаянием. Джин предоставляет ему комнату и еду, поет вином и отстраненно думает, что Намджун милый и что вряд ли он его такого милого еще когда-нибудь увидит. Давакинов. Все дела. Это помимо того, что Скайрим сам по себе, не полянка для пикника. Тут пауки бешеные, размером с коня. Там древние норды из земли повылазили. В общем, есть где пасть смертью храбрых. А у Давакин еще и свой путь, что подразумевает в 2 раза больше опасностей и в 3 возможностей. Этим Джин себя и утешает, провожая его утром. То есть он вроде как кур вышел проверить, но Намджун думает, что проводить, а потому клятвенно обещает вернуться и долго смотрит в глаза. Хоть какая-то романтика скучной деревенской жизни. Джин на этой почве даже лошадь ему свою дает погонять, самую старую, потому что не вернется же. Намджун красиво скачет в закат, Джин машет ему на прощание полотенцем и идет готовить завтрак. Каким бы ни был сложным путь Давакина, Намджуну явно сложнее, потому что возвращается, как и обещал. Еще сложнее путь Давакина, видимо, дается Намджуновым лошадям, потому что приходит он пешком. Притаскивает колечко какое-то с хитрым заклинанием, книгу на незнакомом языке и себя, побитого жизнью, но живого. Последнее особенно радует, потому что, приди он мертвым, Джину бы пришлось искать по всей своей кладовке отцовский старый меч. А так вон, стоит явно у него не одна жизнь, а сразу 9. Деньгами разжился, шмотки сменил на менее ободранные. Пусть и выглядит эта мантия, как платье с капюшоном. Ты, получается, маг. Между делом интересуется Джин, пока Намджун истребляет всю еду на столе и заливается вином. Пару раз в прямом смысле, потому что руки у кого-то явно не из того места. Получается, бормочет Намджун с набитым ртом. И гордо приосанившись, насколько это возможно в процессе откровенного переедания, хвастается. Школа разрушения. Пока он тянется за цепочкой, чтобы продемонстрировать поперхнувшемуся Джину значок, болтающийся на шее, со стола падает и разбивается кувшин с вином. Ага, соглашается Джин. Я заметил. И идет за метлой. У Намджуна все еще симпатичная физиономия, красивая серебристая расцветка, пушистый хвост, выглядывающий из-под мантии, и кисточки на ушах.
Противостоять этой концентрированной харизме сложно, а Джин не особо и пытается. Пусть хоть всю таверну разнесет, лишь бы продолжал рассказывать истории. Очень уж они интересные. Намджун, в принципе, несмотря на бестолковый вид и врожденную криворукость, сильно умный. Много знает, а его походная сумка буквально трещит от книг и свитков, хотя должна вроде как от волшебных колец и артефактов. «Книги», — говорит Намджун своим глубоким проникновенным голосом. «Вот что действительно имеет ценность». У Джина несколько иные представления о ценностях. Куда уж ему, простому зажиточному крестьянину, до возвышенных давакинов. Поэтому подаренное колечко он загоняет кузнецу за неплохие деньги, возместив ущерб. Вырученных денег хватает только на новый кувшин и ботинки с мехом. Переломанную пополам скамью и отвалившуюся дверку шкафа приходится ремонтировать за свой счет. Но оно все еще того стоит. Намджун рассказывает о жарких пустынях Эльсвейра и холмах Хайрока, о холодных горах и таинственных седобородах, о шумных имперских городах и башне белого золота, подпирающей небеса. Рассказывает цветасто и живо, во всех подробностях. Добавляет исторических справок и интересных фактов. В общем, убалтывает Джина до полной капитуляции. «Заезжай почаще», — предлагает он, как будто бы нехотя, когда Намджун снова собирается в путь. «Так уж и быть, денег с тебя брать не буду». Тут же спохватывается, но лошадь больше не дам. Намджун смеется, вплетая в этот смех какое-то завораживающее мурлыканье. Целомудренно касается губами его щеки и отчаливает. Пешком. Хоть бы волки не сожрали. Сакджин поклоняется Дебеле, но готов молиться всей девятке, лишь бы уберегли бестолкового котяру. В третий свой приезд Намджун выглядит еще лучше. Обзаводится собственным конем и одеждой по фигуре, без всяких платьев. Притаскивает еще 3 кольца, кулончик, светящийся синим, и ворчливую ящерицу по имени Юнги. Ящерицу вроде как выгнали из коллегии бардов за странную музыку, но никаких пояснений по этому поводу он не дает. Впрочем, Джина больше интересует конь. Настоящий живой конь. Даже дышит. Джин проверил. Только глаза красные. И либо его удача гораздо сильнее удачи Намджуна, либо что-то тут нечисто. «Конь!» — многозначительно приподнимает бровь Джин, выставив на стол тарелки с едой. «Симпатичные, да?» — улыбается Намджун. Они оба знают, о чем речь. И в чем суть непрозвучавшего вопроса. Но Намджун все еще котик и любит играть. Даже Джин успевает заметить, как воодушевленно подрагивает кончик его хвоста, пока тот не исчезает под лавкой. «Как ты умудрился не угробить коня?» «Может, это потому, что это конь, а не лошадь?» предполагает Намджун. «Лошади прокляты». «Это ты проклят, по-моему», закатывает глаза Джин. Но сдаваться не готов. «И все же. Это Тенегриф, порождение пустоты. Он бессмертный», лениво шепелявит ящерица, не переставая жевать. «Все просто». Хитро. Бессмертного коня даже Намджун поломать не сможет. Джин морщится, признавая игру испорченной, и толкает Намджуна в плечо. «Где ты его откопал?» «Коня? Ящерицу». Ящерица сердито фыркает, органианин, деревенщина, и жадно присасывается к вину. Несмотря на откровенное хамство, Джину на удивление спокойно. С одной стороны расслабленный и обожравший давакин, с другой мерзкая говорящая земноводная. Жизнь прекрасна. Расслабленный и обожравшийся давакин решает провести ночь у него в комнате. Говорит много и красиво, целует щекотно. А на утро снова собирается в дорогу. Оставляет Джину ящерицу и традиционное обещание вернуться. 3 месяца о нем ничего не слышно. Только Юнги... Джин пытается привыкнуть называть его не ящерицей, а по имени.
Время от времени ворчит, что беспокоиться не надо, и Намджун скорее сломает весь Скайрим, чем себя. На удивление успокаивает. Странной музыкой Юнги не делится. Вообще обходит эту тему стороной, зато изредка позволяет Джину послушать, как он бренчит на лютни. Неплохо так бренчит, сознанием дела. Выучить пару песен, и будет готовый бард. Джин не очень разбирается, чем отличается бард квалифицированный от барда-недоучки. Ему, честно говоря, все равно. Поэтому в итоге он все же заставляет Юнги подрабатывать, припугнув отлучением от стола. И по вечерам в таверне становится больше народу. Даже из Фолкрита приезжают послушать. Ну или на музицирующего органианина посмотреть. Да Эдра их разберет. Джину главное, чтоб платили. Месяц заката солнце подкрадывается медленно и неотвратимо. Ярл поднимает налоги в связи с грядущей войной. Какая-то тварь утаскивает у Джина одну курицу, а в горах на севере, поговаривают, завелся крылатый ящер. Жизнь не стоит на месте, в общем. Джин собирает сплетни как с местных, так и с приезжих, но ни в одной нет и намека на Давакина. Это то ли радует, то ли так себе. Джин представляет, как Намджун носится по горам и долинам, воинственно размахивая посохом. Картинка странная, но точно лучше остывающего тела, присыпанного снежком. От ноющей под ребрами тоски Джин пытается спастись книгами. Но Намджунову непонятная, а отжатая у Юнги похотливая органианская дева, том 2. Эту тоску только множит. Джину хочется целоваться, гладить мягкий шерстяной бок, но больше всего просто знать, что с Каджетом все в порядке. Каджет приезжает, когда все вокруг завалено снегом. Джину почему-то кажется, что сначала появляется цепочка следов, и только потом он сам. Намджун ведет Танегрива под узцы, прихрамывает, тяжелый зимний плащ оставляет на снегу широкую борозду. Джин, выбежавший на улицу, чтобы поменять факел, застывает на крыльце ледяной скульптурой и изо всех сил делает вид, что ему все равно. От Намджуна пахнет травами. В карманах у него мятые бутоны полевых цветов, а сумка по-прежнему забита книгами. Он, как и прежде, ест, словно 1000 лет ходил голодный, рассказывает о каких-то совсем уж чудных вещах и смотрит так жадно, будто джин припасен на десерт. Это приятно. Юнги, понимающе ухмыляется и закрывает таверну раньше, тут же баррикадируясь в своей комнате. Судя по звуку, даже шкаф к двери придвигает. Шутник чешуйчатый. Тут скучно, жалуется Джин, пока Намджун неторопливо развязывает шнурки на его рубашке. Это вроде как я по тебе скучал. Что-то получилось, то получилось. Привести тебе кого-нибудь? Улыбается Намджун. Джин думает, что лучше бы он себя почаще привозил. Снова говорит другое. Зачем? Ты вон привез уже. Он демонстративно стучит по стене, та тут же отзывается шипящим. Я не слушаю. Ящерица, читающая на досуге похотливую органианскую деву, нельзя доверять. Намджун смеется, уткнувшись лбом в Джиновы ключицы. Обещает поговорить с ним. Увести Юнги отсюда не обещает. Слава Дибелле. Джин на секунду представляет, как будет без этого ворчливого придурка, и непроизвольно морщится. Не надо. Оставьте все как есть. Привозить никого не надо, уверенно кивает он. А потом добавляет все-таки, переступив через себя. Сам приезжай почаще. Я пытаюсь, вздыхает Намджун. Но знаешь же, Давакин и все такое. Надо соответствовать. Почему нельзя соответствовать и приезжать почаще, Джин не знает. Точнее, знает, но понимать не хочет. Намджун уезжает снова, забывает стопку прочитанных книг и посох. Джин аккуратно пристраивает его на стойку для оружия. Поглаживает мимоходом под насмешливым взглядом Юнги.
Зима обещает быть долгой и тоскливой. Вечером, сразу же после отъезда Намджуна, Джин спускается в подвал, пересчитать продукты и составить список закупок. Но натыкается взглядом на смазанную тень в углу и впервые за всю свою скучную жизнь чувствует страх. «Я вижу твою тень», — сообщает он воздуху, потому что тень есть, а тела его отбрасывающего нет, и на всякий случай уточняет. «Если ты меня убьешь, тебя потом убьет самый настоящий Давакин». Несколько секунд в подвале висит напряженная тишина. Джин вглядывается в пространство над тенью, дорези в глазах, а потом оно все-таки решает заговорить. Голос хриплый, как после долгого молчания, ломается и звучит очень неуверенно. «Не убьет, и я тебя убивать не собираюсь». Воздух над тенью плотнеет, набирает цвет, превращается в человека. Точнее, не человека. И Джин отступает, схватившись за стоявшую поблизости швабру. Он слышал об орках, видел их на картинках, но разговаривать еще ни разу не приходилось. В их тихой унылой деревне они встречают еще реже, чем аргониане. Это конкретная особь, очень молодая и вообще, судя по совсем не безобразному лицу, полукровка. Даже темные волосы, свисающие густой челкой на глаза, мягкие, совсем не по-орочьи. Взгляд неуверенный, но твердый, в руках ржавый меч, опущенный острием вниз. Это хорошо, хотя бы не нападает сходу. Смелости в Джине прибавляется, как и злости. «Еду воровал?» «Воровал», — честно признается орк и смущенно опускает взгляд. «Кушать очень хотелось». «А попросить?» — хмурится Джин. «Денег нет». «Логично». Нехорошо, но логично. Джин оглядывает его с ног до головы, цепляется взглядом за крупные клыки, оттопыривающие нижнюю губу. И вдруг ни с того ни с сего догадывается. С Намджуном пришел. Цепочка следов, опередившая тогда Намджуна, все-таки ему не показалась. Орк кивает снова и совсем по-детски шмыгает носом, вытирая щеку рукавом широкой замызганной рубахи. Выглядит жалко. Так и хочется посочувствовать. Ну, ситуация в целом напрягает. Больше всего в жизни Джин ненавидит, когда у него воруют еду. Он открывает рот, чтобы высказаться по этому поводу, но захлопывает обратно, потому что... «Он о тебе много рассказывал», — выдает нам Джуна с потрохами мелкий орк. «Только о тебе и рассказывал, в общем-то. Я просил о драках и пещерах, а он все о тебе, да о тебе. Захотелось посмотреть. Из дома сбежал». Он вздыхает, обводит несмелым взглядом подвал, но тут же снова вонзается им в Джина. «Ты и правда красивый, как дриада». Джин видел дриад. На его вкус жутковатые дамочки, но вроде как принято считать их прекрасными. Так что, ладно, уговорил. Он кивает на лестницу. «Пойдем», уточняет. «Имя у тебя есть, льстец?» «Это не я, льстец. Это Намджун так говорил», — хмурится воришка, но спустя пару секунд сдается. «Чонгук». Джин вытаскивает его из подвала за руку, усаживает за стол, а выглянувшему из комнаты Юнги сообщает на ходу. «Теперь с нами будет жить орк». Ничего интересного, просто орк. Не человекоподобной ящерицы удивляться. Война обходит их стороной, словно прошлась только по главной дороге, а в глубину решила не заглядывать. Не то чтобы кого-то это расстраивало. Впрочем, отголоски долетают сюда-сюда. Спасаясь от сражений мародеров, через деревню проходят целые толпы вынужденных странников, которые несут новости, как крысы о таксию. И Джин впервые слышит о приключениях Намджуна не от него. Объединить в голове непутевого Каджита, которого он знает, и Каджита чуть ли не голыми руками убивающего драконов, невероятно сложно. Намджун подружился с несколькими ярлами.
Перебил вампирский клан, вытащил из долгов гильдию воров Рифтони. Он об этом им надо будет серьезно поговорить. Поболтал с парочкой Даэдра об этом тоже. Все, такого рода новости звучат, как сказки, небылицы, какими полнится любая таверна. Но почему-то в них верится. Самые бестолковые герои, самые популярные. Народу не нужен воин в сверкающих доспехах. Ему нужен непутевый парень, способный творить историю. Джину этот парень тоже нужен. Но кому какое дело? Слухов становится все больше, вычислять, что из них правда, тяжелее. Джин перестает хвататься за каждое слово и просто слушает, не придавая значения. Только однажды вздрагивает, когда старик, заглянувший пообедать по пути в Фолкрет, сообщает между делом. Давакина-то нашего ярл Вайтрана в зятья хочет. Общительный бородач из алхимической лавки хлопает по столу. Вот веселуха будет, если выгорит. Следующий ярл маг. Веселуха будет, несусветная просто. Джин мрачнеет, выталкивает обоих из таверны и запирает дверь. Благо желающих выпить и переночевать сегодня не так уж много. Моросит противный холодный дождь. С гор дымчатой кляксой сползает туман. Юнги заперся в своей комнате, ругаясь на погоду и ноющую спину. Чунгук вызвался помочь на лесопилке. Поговорить не с кем. Джин смотрит в окно на мутный серый мир и не очень понимает, что такое скребет внутри, мерзкое, холодное. Возможно, ему тоже стоит жениться, как собирается сделать Намджун. Не точно, конечно, но новость задела за живое. Да, жениться. Наплодить детей, обзавестись большим домом. Пусть жена будет нелюбимая, зато есть всегда еда. А еще уютно и тепло. Тут мысли спотыкаются и застревают, потому что у него в доме и так уютно и тепло. А готовить Джин умеет лучше любой потенциальной невесты. Тупик. Пока он в этом тупике стоит и смотрит в стену, в дверь стучат. Одновременно с этим за окном вспыхивает трескучая грозовая лоза, окутывает небо и пропадает, будто не было. «Закрыто», — сообщает Джин, распахивает дверь и нагло врет. «Мест нет». В конце концов, это его таверна. Что хочет, то и творит. «А как же место в твоем сердце?» — хмыкает мокрый до нитки Намджун. Его почему-то очень хочется ударить. Останавливает только наличие постороннего. Намджун проталкивает этого постороннего вперед, мимо Джина, в теплое светлое помещение, заходит следом, закрывая дверь. Погода кошмарная. У Джина на примете есть еще несколько кошмарных вещей. Например, осунувшееся лицо Намджуна или то, что он снова притащил кого-то, несмотря на их прошлый разговор. Это Тимин, представляет Намджун невысокое симпатичное создание. Помогает ему снять плащ. Его надо приютить. Что-то подсказывает Джину, что самая первая их встреча перевернула в этом мире все вверх дном. И теперь он будет отдавать комнаты даром и кормить всех за красивые глаза. Возможно, его злит даже не это, а то, с какой нежностью Намджун на Чимина смотрит. Джин бесится, разворачивается к этому Чимину, чтобы потребовать денег за ночлег, но тоже начинает смотреть на него с нежностью. По-другому не получается. Слишком трогательные щечки у Чимина и грустные глаза, пшеничные мягонькие волосы, маленькие пальцы. Джин умиляется, кивает, не задумываясь. Приютить так приютить. Чимин — жрец Мары, шепчет ему ночью Намджун куда-то в плечо. Говорит, что Мара отвернулась от него, нашел его в Рорикстеде. Джин не уверен, что знает, где Рорикстед. Не очень понимает, о чем вообще говорит Намджун. У него дел по горло, какие разговоры. Нужно зацеловать его всего, обнять покрепче, постараться громко не стонать. Но, несмотря на страшную занятость, он успевает подумать следующее.
Что нужно натворить, чтобы богиня любви и сострадания от тебя отвернулась? Чимин не признается, чем разгневал Мару. Юнги не рассказывает про свою странную музыку. Джингук упрямо сжимает челюсти на вопросы о родителях, но все они отлично уживаются под одной крышей и сходу начинают считать себя полноценной семьей. Намджун тоже считает их семьей. Хмурится, когда речь заходит об отъезде, но все равно уезжает. Клятвенно заверяет, что больше никого не притащит. 3 раза возвращается, чтобы поцеловать снова. Пихает Джину в руки какие-то кольца и подвески. Обещает. Но все равно взбирается на коня и исчезает в предрассветной дымке. Да гори оно все, думает Джин, возвращаясь в дом. И натыкается на 3 сочувствующих взгляда. Взмахивает рукой, ничего не говоря, запирается у себя в комнате и сидит там до вечера. Да гори оно все. Оно все не горит. Горит соседний дом. Та самая алхимическая лавка. Ее хозяин носится кругами, хватаясь за голову, а дракон, сплюнувший на соломенную крышу огненным сгустком, заходит на 2-й круг. Чимин шепчет что-то сбивчиво, не иначе как молится. Джин отталкивает его в сторону подальше от открытого огня, выискивает глазами Чунгука и Юнги, успокаивается немного. Тушить дом бессмысленно. Сколько их еще сгорит сегодня? Бежать от дракона тоже не вариант. Догонит. Надо спрятать все самое ценное и ждать чуда. Он перехватывает взгляд Юнги, кивает на Чимина, на Чунгука, потом на таверну. Юнги понимает все правильно. Цепляет Чунгука, хватает Чимина под локоть, тащит внутрь. Джину не видно, но он знает точно. Ведет обоих в подвал. Стены там каменные, холодные. Даже если обвалится крыша, удастся выжить. Джин за ними не идет. Остается на месте, сложив руки на груди. По двору в панике носятся куры. Дракон похож на огромную неуклюжую птицу, грузно рушится на землю, подпрыгивает, ползет вперед, извиваясь всей своей неповоротливой тушей. Прет прямо на толпу людей, подхвативших ведра. Идиоты! Единственный свиток, припасенный на тот самый крайний случай, Джин уже израсходовал. Заклинанием только лапу гадине поцарапал. Ничего больше. Как назло, в деревне ни одного мага. Один алхимик, и тот едва в обморок не падает от горя и страха. Даром, что огромный, как медведь. Огромный, как медведь, алхимик отлетает, будто перышко. Стоит дракону дыхнуть на него пламенем. Пахнет паленым. Гадина поворачивает голову боком, смотрит прямо на Джина огромным желтым глазом, клацает зубами. — Да пошел ты, — хмыкает Джин. — Вот ты еще. Драконов он не боялся. А надо бы, наверное. Земля мелко дрожит с каждым шагом тяжелой лапы. Из распахнутой пасти невыносимо смердит тухлятиной. В этой крайне дерьмовой ситуации чертовски не хватает Давакина. Чтобы плюнул, глянул грозно, рявкнул, и дракон рассыпался пеплом. Или как там это все происходит? Намджун, мать твою! Устало выдыхает Джин и зажмуривается, потому что бежать уже поздно. Огромные зубы смыкаются в паре сантиметров от него. Дракон откашливается, будто подавившись, и коротко рявкает, сбивая с ног. Сквозь плотно закрытые Джиновые веки пробивается яркий колючий свет. «Держу!» Выдыхают с облегчением ему в ухо, и ощущение полета прекращается. «Идем, не тупи, мой хороший!» Джин реагирует заторможенно. Открывает глаза, провожает взглядом дракона, взмывшего обратно в небо. Успевает заметить на его шее крохотную фигурку человека, а потом переключается на Намджуна. Все происходящее похоже на страшный сон или галлюцинацию, порожденную бесовым грибом. Как иначе объяснить своевременное появление Намджуна и наездника на дракона? Пока Джин решает, какой из вариантов нравится ему больше.
Намджун заводит его в таверну, заталкивает в подвал и, вскользь коснувшись губами джиновой щеки, закрывает дверь. Юнги выдыхает. Как всегда, вовремя. Но жевать не перестает. Кажется, опять придется дополнять список закупок. Я катался на драконе. Это Тэхён, улыбается Намджун, и он катался на драконе. Тэхён, который катался на драконе, пока Намджун пытался его убить, дракона, не Тэхёна, безумно улыбается. Переводит взгляд с одного на другого, и Джину ужасно хочется придержать его за плечи, чтобы не ерзал. «Катался на драконе», — повторяет Тэхён. «Я обещал, я помню», — бормочет Намджун Джину, пока подробности поездки уже в который раз подвергаются тщательному пересказу. «Ну, Тэхёну негде. Сиди смирно!» Рявкает Джин и прикладывает к щеке разом притихшего Тэхёна платок, смоченный зельем. Обещал он. Чего бы он там ни обещал, они оба знают. Что настоящий Давакин ни перед чем не остановится, чтобы сделать всем хорошо. И если настоящий Давакин решил превратить деревенскую таверну в общежитие, то он превратит. Злиться ни на Намджуна, ни на Тэхёна не получается. Ну, разве что немного. Тэхён некромант. Что страшнее, некромант-энтузиаст. И первым делом, после отъезда Намджуна, он поднимает деревенское кладбище. Все сразу. Мертвые в разной степени разложения собираются вокруг него неровным кружком и что-то поют, пока он размахивает веточкой, как настоящий дирижер. Их живые родственники негодуют и прутся агрессивно настроенной массой к Джину. А у него Намджун уехал. Ему на трупы и агрессивно настроенные массы наплевать с той самой башни белого золота. Против, вняв мольбам, он все-таки отправляется посмотреть на творящийся произвол. Поют трупаки неплохо. Слаженно так. То ли дело в дирижерском мастерстве Тэхёна, то ли в них погибли талантливые певцы. Джин скромно хихикает над этой шуткой в своей голове и откашливается, привлекая всеобщее внимание. Реально всеобщее, потому что трупаки тоже оборачиваются, повторяет Тэхёново движение. Без этого нельзя было никак, да? Устало интересуется Джин. Тэхён смотрит на него стрёмными черными глазищами и виновато вздыхает. Они хотели петь. Ну ладно. Разводит руками Джин и поворачивается к толпе недовольных местных. Они хотели петь. Я сделал все, что мог. Кто-то неуверенно сообщает, что больше не будет ходить в таверну, раз уж такое дело. На что Джин откровенно смеется и бросает равнодушное «да на здоровье». Ходить в таверну они все равно больше не смогут, потому что это теперь не таверна, а пансион для несчастных и обездоленных имени бестолкового Давакина, который сваливает вечно. Вечно сваливает, когда к его присутствию только-только начинаешь привыкать. Приходить они больше не будут. Напугали злокрыса голой жопой. Возмущенный тупыми угрозами, он возвращается в дом и застает на крыльце закутанного в плащ Данмера. Этих, в отличие от орков, каджитов и арганиан, деревни побольше. Поэтому Джин не удивляется. Улыбается краешком губ, информирует. Мы закрыты. И ворчит почти беззвучно. Походу, навсегда. Данмер улыбается в ответ, очень понимающе и тепло. Кивает, мол, понял, не вопрос. И вкратчиво интересуется. Устал, да? Смотрит на него внимательно. Все в этом взгляде хорошо. Щепотка сочувствия, немного участия, горсть заинтересованности в чужой нелегкой судьбе. Джин, утонув в теплом взгляде, кивает рассеянно и решает. Может, одна комната и найдется.
Я ему говорю: останься, Намджун, ну останься. А он: я не могу, это мой долг, мой крест. Я давакин. Я ем опасность на завтрак, и я должен идти. Джин немного утрирует, но, правда же, задолбал этот Намджун. Не сидится ему дома, в компании друзей, которых он сам притащил и назвал семьей. Что это за семья вообще, от которой ты чешешь подальше, подгоняя коня? Ты его любишь, улыбается Хасок. Он ест немного, отпивает по чуть-чуть из кружки и в основном слушает, не перебивая. Внимательно так. Джин проникается к нему такой огромной симпатией, что чуть не визжит от счастья. Хоть кто-то его слушает и сочувствует ему. А то от этих нахлебников не дождешься. Чунгук вечно на лесопилке пропадает. Юнги в своей комнате, Тэхён на кладбище. Чимин весь в самоуничижении из-за выдуманного греха. Такие занятые все, сил нет. Один Хасок его понимает. Прекрасный, просто чудесный парень. Стоит Даэдру помянуть, как он появится. Юнги выползает из своей комнаты, смотрит, прищурившись, на новое действующее лицо. «Это кто?» «Это Хасок», — отвечает с таким же нахмуренным лицом Джин. «И он будет жить с нами». Он не спрашивал Хасока на самом деле и спрашивать не будет. Хасок будет жить с ними, и точка. Джину нужны уши, готовые слушать, и глаза, готовые смотреть на него вот так, очень понимающие и добро. Юнги фыркает, подзывает его к себе костлявым чешуйчатым пальцем. Но Джин не подзывается, ему нечего скрывать. «Я бы не доверял Данмирам», — не дождавшись реакции, говорит Юнги. «Я бы не доверял ящерицам», — хмыкает Джин. «Что ты на это скажешь, ворчливая земноводная?» Юнги фыркает снова, оглаживает доброжелательно улыбающегося Хасока взглядом и возвращается в комнату, прихватив кувшин вина со стола. Ну, нахлебники же. Как пить дать, нахлебники? «Я бы тоже не доверял Данмирам», — хмыкает Хасок. «Послушай, товарища». «Не товарищ он мне, а ящерица дурацкая». Хасок гладит его по плечу мягко и аккуратно. Ну какой же он милый! Как ему можно не доверять? Можно. Ему можно не доверять. И лучше бы он еду украл или, например, поджег таверну, а не вот это вот все. Хасок сделал самое страшное, что только мог сделать Данмир, которому поверил Джин. Он втрескался в Юнги. Пока Джин занимается бытовыми делами, пытаясь хоть как-то скоротать время до возвращения блудного Давакина, эти двое общаются. Общаются в общем зале, за едой. Общаются в комнате Юнги. Общаются на улице, усевшись на крыльцо, как будто тут скамья какая-то. Джин пытается поныть Хасоку еще раз. Хасок согласен и вообще-то будто бы только этого и ждет. Но Юнги говорит: попозже, ладно, и продолжает общаться с Хасоком. Сам. Это подло. А спустя полмесяца их общение вообще переходит на новый уровень. И Джин, до хруста стискивая зубы, старается не прислушиваться к приглушенным вздохам за стеной. Подлый Данмир, подлая ящерица, подлые все подлые. Вся Джинова грустная жизнь просто соткана из несправедливости и ущемления прав. Утром он выходит из комнаты злой и невыспавшийся. Рявкает: сами себе жрать готовьте. Хотя Чимин и так уже помешивает что-то в котелке. И уходит из дома, громко хлопнув дверью. Сначала бродит вокруг деревни, добирается до озера, сидит там, подумывая утопиться. Но потом на берег вылезает парочка грязевых крабов, и приходится делать ноги. Гребаная несправедливость даже здесь не дает ему прохода. Он плетется по главной дороге, отмахиваясь от мошкары, размышляет, насколько верным решением будет бросить все прямо сейчас и уехать в Фолкрит.
Или вообще куда-нибудь в Винтерхолл. Купит там дом у самого моря и сидеть по вечерам, укутанного в шубу, смотреть на скованное льдами море. Ему было так хорошо одному в своей таверне, полной чужих людей, а теперь понабежали эти. Оккупировали его дом и даже спасибо не сказали. Неблагодарные мерзавцы. Решено. Он уезжает в Винтерхолд. Сегодня же. Вернется этот блудный, этот Намджун, а все сидят растерянные и заплаканные, и никто не знает, куда делся Джин. Милый и хороший Джин, которого они не ценили. Он едва сам не пускает скупую мужскую слезу от жалости к себе, но сдерживается. В общем, решено. Сейчас только вещи соберет и в путь. В дом он влетает окрыленной надеждой и застывает, как вкопанный. «Ты похож на Анкана», — улыбается Намджун Хасоку. Даже манера речи такая хитрая. Он замечает Джина и приветственно взмахивает рукой. Хасок хихикает. На Анкана похожи Данмеры. Не очень честное сравнение. Ты тогда похож на Карджо. Знаешь Карджо? Встречались, не спорит Намджун. Твое сравнение мне наоборот льстит. Карджо один из самых честных и приятных каджетов из всех, кого я знаю. Не могу сказать того же об Анкана, фыркает Хасок. Еще бы. Он же даже не каджет. Что Джина бесит еще больше украденной еды и убитых кур, так это шутки, которых он не понимает. Эти двое смеются, как старые друзья, обсуждают каких-то чужих данмеров и гаджетов, повышая градус агрессии в Джине до максимума. Он никак не отвечает на Намджунова приветствие и идет прямиком в комнату, чтобы начать закидывать в сумку вещи. По минимуму. Остальное купит на месте. «Привет», — осторожно бросает прислонившийся к косяку плечом Намджун. «Ага», — соглашается Джин, не прерываясь. «Куда ты собрался?» Джин запихивает в сумку теплый плащ и мешок с накоплениями. Разворачивается, складывает руки на груди. Бесится невероятно. «Приключений хочу. Поеду искать. Чтобы, знаешь, размахивать мечом, спать под открытым небом, жить полной жизнью. И никогда не возвращаться, потому что некому». «Не думал, что тебя такое привлекает», — рассеянно тянет Намджун, не уловив иронии. «О, еще как!» — рычит Джин. «Я вот тоже не думал, что ты так быстро подружишься с Данмером, и что Данмер подружится с ящерицей. Да понимаешь, так по-особенному подружиться, как мы с тобой дружили». Он специально произносит это в прошедшем времени. Мол, не дружим больше. Прошла любовь, завяли помидоры. Он Намджун, как всегда, слишком прямой, чтобы такое заметить. И извилины у него башки тоже прямые. Он разводит руками, явно не соглашаясь, вздыхает. Разве раса или пол могут быть основополагающим фактором в выборе предмета обожания? Ты просто любишь, и все. Как вообще можно спать с ящерицей, ворчит Джин, пропустив суть его слов мимо ушей. Как вообще можно спать с котом? В тон ему отзывается Юнги, заглянувший в комнату. Наверняка шерсть потом во рту, вовек не отплеваться. Джин сдергивает подбородок и проходит мимо него, высоко задрав голову. Он не будет отвечать на откровенную провокацию. Он лучше просто уйдет. И пусть тут сами живут, как хотят, такие умные. И Намджун этот пусть хоть заездится туда-обратно, ездок хренов. Давакин, мать его, надежда и опора. Джину очень хочется сейчас стать драконом и плеваться огнем во все стороны. Никто никогда его так не выбешивал. Он сердито топает по главной дороге, закинув сумку на плечо. Намджун догоняет его и пристраивается рядом. «Кыш, тупой кот!» — ворчит Джин. «Иди к своему тупоголовому Данмеру, а он пусть идет к своей тупой ящерице. И вообще...»
Намджун фыркает, прячет улыбку, снова начиная спорить. Хасок не тупой. Он пишет книгу. И несколько уже написал. При Намджуновой любви к книгам такая любовь к Хасоку становится понятной. Ну и пусть. Там втроем развлекаются нелюди. Еще его послали меня убить. Продолжает тепло улыбаться Намджун. Джин спотыкается и избавляет шаг. Но все равно идет вперед. Он еще недостаточно успокоился, чтобы остановиться и посмотреть на Намджуна. Но уже достаточно обеспокоен, чтобы начать его слушать. Намджун, уловив смену настроения, перехватывает Джиновую руку, сплетая пальцы. Дальше они идут, как малолетки, на прогулке. Слышал про темное братство. Джин морщится недовольно. Совсем его, что ли, за деревню держат? Естественно, слышал. Вот он из этих. И книги пишет. Хорошие книги, правда, последние несколько специфичная. Сладострастная данмерская леди. Сам понимаешь, весьма необычная литература. Джин хмыкает, против воли умиляясь тому, как Намджун изо всех сил избегает таких слов, как непотребное, извращенное и откровенно похабное. А еще нелепо коверкает название. «Похотливая органианская дева, ты хотел сказать?» Блещет Джин познаниями в литературе. Нет. Намджун будто ждал этого вопроса, а улыбается так, словно подловил Джина на чем-то неправильном. Органианскую деву он величает жалким плагиатом, которому просто повезло. Ох уж эти творческие люди! Зато теперь понятно, на какой почве сблизились Данмер и ящерица. Остается еще один вопрос. Почему он пришел сюда тебя убивать? Потому что здесь мой дом, просто отвечает Намджун и дергает его за руку, заставляя остановиться. Сюда я всегда возвращаюсь. Здесь чувствую себя в безопасности с тобой. И удобнее всего подловить меня рядом с тобой. Все просто. Для Джина ни хрена не просто. Он стоит перед Намджуном, опустив голову, смотрит рассеянно на их сцепленные руки и не может заставить себя поднять взгляд. Потому что, получается, рядом с ним опасно. Там, где Намджун чувствует себя защищенным, опаснее всего. Дурацкий путь Давакина. Как будто просил о нем кто. Он решительно сжимает губы, но Намджун опережает. «Я не уйду никуда», — говорит. «И Хасок теперь на нашей стороне. Сразу на нее перешел, как тебя увидел. А когда с остальными поговорил, только укрепился во мнении». «Его убьют», — шепчет Джин потрясенно. «Они не прощают такого. И тебя убьют, всех вас, нас». Намджун фыркает, притягивает его к себе, сжимает крепко в объятиях, мотает головой. «Я здесь. Никто никого не убьет. Я же Давакин. У меня не забалуешь». Они стоят в тишине какое-то время. В лесу стрекочут сверчки. Вечер подкрался незаметно, и теперь то тут, то там в кустах вспыхивают огоньки светлячков. Романтика. Все еще деревенская, но романтика. Джин сдается, утыкается носом в Намджунову шею. Вдыхает запах теплой шерсти. «Куда собрался-то?» — вспоминает Намджун и по голосу слышно, улыбается. «Винтерхолд», — сердито шмыгает носом Джин. «Ну и чего там?» «Там тихо, и вас, придурков, нет». «Ну, это временно», — вздыхает Намджун. «Там, где ты, всегда рано или поздно образуемся мы. Так что твой путь гораздо тяжелее пути Давакина. Хоть ты и сидишь на месте, не размахиваешь мечом». Джин снова шмыгает носом, в который тут же забивается шерсть. Тупой Давакин и тут подгадил. Намджун уезжает снова. Опять обещает никого не привозить. И теперь Джину почему-то кажется, что так и будет. Вроде как все на месте.
Он провожает его до поворота, разворачивается и идет домой. Кур кормить. На лавке в обеденном зале снова валяется забытый посох. Сколько их еще таких будет? Стопка книг обнаруживается прямо у кровати Джина в комнате. Хоть Намджун и сваливает постоянно, но умудряется обживать этот дом почище ящерицы, чьи шмотки можно встретить в самых неожиданных местах. И пока тупой Давакин совершает где-то там свои подвиги, его вещи пылятся у Джина в комнате, добавляя ему уборки. Идиллия.